Всем доброго, холодного, морозного утра. Продолжительное время не было видео с путешествий, поэтому я отправляюсь на 2 дня в Санкт-Петербург. Тем более давно сам хотел туда съездить, потому что там я не был уже 5 лет. Последний раз я там был летом 2020 года. А сейчас я еду, кстати говоря, на Сапсане. Ну а первым делом я отправлюсь в музей железных дорог, который находится на Балтийской. Об этом месте я узнал только недавно, и, смотря фотки, сразу же захотелось здесь побывать. Поэтому как только, так сразу. Только посмотрите, какие огромные колеса, просто по сравнению вот с рукой. Раньше делали, какие механизмы здесь вообще представлены. Какое огромное депо находится в музее. Просто вау. Такие раньше были цистерны для перевозки нефтепродуктов. I hope that it will help you to do a better job. Better job. Музей отличный, прекрасный, замечательный. Обязательно рекомендую его к посещению, потому что РЖД вложила ресурсы, время, деньги в этот музей. Мне очень понравилось. Обязательно сюда вернусь еще раз, если буду тут с кем-то еще. А как же без Невского проспекта? The next day. Сегодня во второй день погода намного хуже, уже не солнечно. Весь день было облачно, не так ясно, как вчера. Сегодня хочу пройтись до Исаакиевского собора и до Новой Голландии. Ну а там уже дальше получится, если в сторону Петропавловской крепости.
памятник Николаю Первому прямо напротив Исаакиевского собора. Кстати говоря, я в начале видео говорил, что последний раз в Питере был в 2020 году, и тут достаточно много что поменялось в лучшую сторону. Был в Питере летом, а не зимой. Зимой я здесь был лишь однажды. Точнее, один раз. В тот раз мне не особо понравилось, потому что было очень ветрено и холодно, намного морознее, чем в Москве. Кстати говоря, Конституционный суд — единственный государственный орган, который находится в Санкт-Петербурге. Остальные из них, на моей памяти, находятся в Москве. Хоть и часть Новой Голландии закрыта и неактивна зимой, мне очень нравится, что здесь очень много таких вот эстетичных магазинчиков, кофеин. Выглядит прям очень красиво. В общем-то, через английскую набережную Благовещенский мост я дошел до Биржевой площади. Погода на улице прекрасная, по ощущениям где-то минус 3, минус 4, даже несмотря, что на улице 9 вечера. Народу вообще минимум, потому что будний день. Итак, я на стоянке Васильевского острова. Практически все основные достопримечательности Санкт-Петербурга как на ладони. Исаакиевский собор, Дворцовый мост, Зимний дворец, Петропавловская крепость, иностранные колонны. Петропавловская крепость закрыта, поэтому пройду мимо нее. Кстати, со стороны Троицкого моста вид намного лучше по сравнению со стрелкой Васильевского острова. Вечером я уже вернулся в Москву, как уже ближе к ночи. Такая вот спонтанная поездка у меня получилась. Дворцовую площадь, к сожалению, не успевал по времени. Но что смог, то посмотрел. Занимался и другими делами, но и отдыхать не забывал. Поэтому в целом на этом все. Буду рад видеть вас на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч.